Впервые с муравьями я познакомилась в глубоком детстве. Нет, не на даче, а дома в туалете. Мама говорила, что это квартирные муравьи, и их не стоит бояться. Зато принимать ванну было не скучно. Вообще очень люблю мультфильмы и компьютерные игры, связанные с муравьями. Может, позже расскажу о них поподробней. Ну а в дачный сезон муравьи были в центре нашего внимания. У нас на участке был муравейник рыжих муравьев. Ну, тех самых, которые из еловых иголок строят огромные муравейники. И они все время устраивали военные баталии с черными муравьями. Битвы обычно проходили по ночам, а утром мы находили поле сражения и аккуратно сложенные тела поверженных. У них всегда разворачивалась настоящая драма с войной, похищением детей, рабством и покорением нашей дачной сахарницы. Еще одна забавная история со мной произошла в летнем лагере, когда мне было лет 12. Наш отряд в тот день поехал на природу, а я очень любила такие вылазки, и еда, приготовленная в лесу, всегда казалась намного вкуснее. И пока мы ждали супчик, ребята решили поиграть в казаки-разбойники. Это игра на свежем воздухе, рассчитанная на большое количество людей. Вся толпа делилась на два лагеря – казаков и разбойников. Основная цель игры – выведать пароль противника. Группа разбойников придумывала хитрый пароль и разбегалась в рассыпную по лесам и полям. Казаки давали фору и начинали преследование. Я любила играть за разбойников. Нравился драйв и острое ощущение от погони. Ну и я легко могла спрятаться. В тот день мне не повезло. Меня поймали 4 казаков, и они никак не могли вытянуть из меня признание, и поэтому решили начать пытки. Обычно это была щекотка или мокрый вилли, но в этот раз фантазия у мальчиков разыгралась не на шутку. Они придумали посадить меня на муравейник. Что? Меня взяли за ноги и за руки и потащили в лес. От ужаса я начала сильно дергаться, но это не помогало. Пароль я не выдавала, то ли от страха, то ли от упрямства. Но факт оставался фактом. Меня несли на этот огромный лесной муравейник. Но не переживайте, все закончилось благополучно. Парни не нашли муравейника рыжих и посадили меня на муравейник черных муравьев. А это было не так уж и страшно. К тому моменту прибежала толпа разбойников, и казаки в спешке скрылись. Морали в этой истории нет, но, надеюсь, было познавательно. Подписывайтесь, ставьте лайк и жмите на колокол. Заходите ко мне в группу в ВК, там я провожу творческие конкурсы и просто делюсь новостями.